Андрей Андреевич, что еще принимать при коронавирусе? Тест не сдавала. Была температура, головная боль, болели суставы. Сейчас заложила, слабо откашливаться. Принимала гриб депо, демелон, капустянка, трибитин, битулин, эмбрио плюс изотон, пью соду Германии, серебро, ингаляции, после них легче. Может, надо антибиотик? Обязательно нужен антибиотик. Дело в том, что вирус, особенно коронавирус, это вирус, который дуплицируется особым, очень быстрым образом. Если нарисовать картинку обычного вируса, обычный вирус, он дуплицируется или делится за счет разделения. А вирус, который связан с коронавирусом, он делится за счет дуплицирования. То есть у него вокруг появляются некие мосточки такие, ДНК, РНК связи, появляется отдельный вирус и после чего отделяется. Причем это происходит в огромной массовой такой, в огромном таком и массовом количестве. Поэтому его и называют реактивно происходящим или реактивно действующим. Поэтому он обычно и действует максимально в быстрые сроки, приводя к огромному количеству тяжелейших осложнений. То есть происходит там крупозная пневмония, там обструктивный бронхит, происходит атипичная пневмония или типичная пневмония, происходят сильнейшие воспалительные процессы и так далее. Ну и обычно врачи говорят, ни в коем случае не нужно использовать антибиотик, с чем, в общем-то, можно поспорить. Почему? А как в тот момент, когда произошло, допустим, влияние на легкие или произошло влияние на определенные органы, как в этом случае помогать органу восстанавливаться? И в этом случае на помощь, для того, чтобы поддержать организм, нам приходят антибиотики. Именно поэтому я могу сказать 100%, что в ходе появления заболевания, те люди, которые, хоть несмотря на запреты врачей, принимали антибиотик, я рекомендовал аугментин, те, которые принимали антибиотик, гораздо быстрее и с меньшим проявлением отягчающих форм заболевания перенесли данное заболевание в сверхкороткое время, а те, кто не принимал антибиотика, просто принимали противовирусные препараты, заболевание шло с осложнениями, в более длительный процесс времени, и в общем-то все было не так легко. Именно поэтому в случае, если у вас сейчас есть вирус, обязательно принимайте антибиотики, принимайте вместе с моими препаратами, делайте ингаляции с германиями. Ментоловая мазь не лечит герпес. Пропила ГВИ, делаю ингаляции с Германии, герпес не проходит. Спасибо. Если герпес не проходит, начинаем принимать антибиотик. Антибиотик называется цефтриаксон. Делаем инъекции цефтриаксона один раз в день 5-дневным курсом. Также ГВИ необходимо принимать и в чае, можно принимать его и в таблетках, на протяжении хотя бы 4 недель. Можно дольше, потому что если герпес хронический, то нужно лечить вообще месяца 4. Такое заболевание, как Эпштейна-Барра,